Так интересно рассматривать Бангкок с реки, это просто невероятно. Это вот обратная сторона Бангкока. Похоже, у нас самый быстрый тук-тук. Мы сегодня опять на такси, так как он довольно-таки дешевый в Бангкоке. Ну и тут передвигаться на байке пока что не очень хочется из-за трафика. Мы уже решили, что именно таксиметром не будем пользоваться, а будем пользоваться грабом. Потому что по нашему опыту именно в грабе все какие-то более вежливые, ну и адекватные. Можно поставить оценку и жалобу в таксиметре этого нельзя сделать, поэтому там такие водители, как правило, более наглые. Такси в Бангкоке, вот именно граб, он очень доступный, цены даже ниже, чем в Питере. Если брать километраж, наверное, там в 1,5-2 раза меньше. Но все-таки я хочу добавить, что самый удобный транспорт, где бы вы ни были в Таиланде, это все-таки такси-байк. Почему? Потому что абсолютно все пробки он проезжает, как я уже говорила, там может поехать по встречке, но если он видит, что это безопасно, потому что они все-таки стараются водить максимально безопасно и аккуратно. Ну и получается еще и пробки какие-то можно объехать. Но Маше нравится, а мне не нравится. Я люблю, когда я веду байк, а когда я сижу сзади, еще впереди мужчина, ну, как-то не очень себя комфортно чувствую. У меня все время ощущение, что будет какая-то кочка, я как улечу, и меня потом и не найдут. Поэтому я больше люблю такси, потому что ты едешь, работаешь, делаешь какие-то дела более комфортно. А сейчас мы едем на речной трамвайчик, да? Чтобы на нем доехать до центра. В Бангкоке, что интересно, по вот этой главной реке и по таким достаточно большим каналам, которые ответвляются от нее, можно поехать на таком речном трамвайчике. Причем это очень распространенный вид транспорта у тайцев. Он даже более популярный, чем автобус или метро. И по стоимости он даже дешевле, чем метро. Не знаю, сколько будет стоить для нас эта поездка, потому что для тайцев вроде как 10-15 бат, что-то в таком районе. Возможно, для туристов будет чуть-чуть дороже. Обратите внимание, что здесь вот такие вот пирсы, они вот называются, да, по-разному. И если вы посмотрите в Google картах на речку, то там будут такие маршруты. И эти маршруты отличаются цветом флажков на самом вот этом речном трамвайчике. Вот посмотрите, вон там вот оранжевый, это один маршрут, но они примерно по одинаковым местам на самом деле ездят, да, но просто в разных местах делают остановки. Вот, и мы как раз-таки, скорее всего, сейчас на нем и поедем. Вот здесь вот наверху есть табло, в какое время отправляется этот речной трамвайчик. К сожалению, не так часто, как хотелось бы, вот, но, тем не менее, можно выбрать время удобно и, собственно, проехаться. Единственный момент, что до 8-7 часов обычно эти маршруты исключительно ездят. Также можно купить многоразовый билетик, он стоит порядка там 40-50 бат. Возможно, это устарелая информация, стоимость чуть повыше, потому что мы смотрели в интернете, и иногда там устаревает все. Вот, и кататься неограниченное количество раз в течение дня. Ну, таким образом выглядит порт, куда прибывает этот речной трамвайчик. Видите, там совсем скоро состоятся какие-то поединки. По воскресеньям, скорее всего, проходят бои муай-тай. Сегодня нам с погодой опять не очень сильно повезло. Видите, затянуло все. С утра вообще был холод какой-то, 23 градуса. Уже думали в кенгурушке идти и в штанах, сильнейший ветер. Но к вечеру ветер спал, и сразу стало так, более-менее приемлемо. Сейчас первый раз поедем на речном трамвайчике. В 2019 году мы собирались это делать, но все-таки не решились, когда увидели вот такую вот речку. Мы думали, тут прям кристально все чисто, будут рыбки плавать, по ней едешь, прям красота. Но когда мы увидели вот такое состояние реки... еще мы увидели, да, большое количество людей, которые в ней сидело, и что это не туристический маршрут, а это просто как давка в метро. Мы передумали. Ну и вот можно увидеть, сколько мусора накопилось. И вот этот мусор весь оседает между кораблями. Вот прибыла лодка, все кричат, мы ничего не понимаем, но надеемся, что это наша лодка. Очень эпично она пришвартовалась, половина людей чуть не упала от столкновения. Мест довольно-таки много, можно будет сидеть, рассматривать. Давай тогда справа сядем. Это вот, я так понимаю, сиденье капитана. Надеюсь, скоро отправимся. Мы еще пока не оплачивали, ждем.
Смотрите, как интересно. Здесь получается зеленый флаг, оранжевый флаг, красный флаг, там еще синий, он не поместился. И вот, значит, я нажимаю, что мне надо вот в этот храм, и нажимаю маршрут. И мне показывает как раз-таки оранжевый флаг, и вот сколько остановок у нас тут будет, и как мы поедем именно по вот этой лодочке. Мы можем как причалить причем с этой стороны, так и с другой стороны. И еще что интересно, что есть, вот видите, вот здесь вот просто такая лодочка, которая помогает переплавлять людей с одной стороны на другую. Стоит, по информации, возможно, не совсем верной, всего 3 бата. Возможно, сейчас чуть дороже. Но все, мы отправились. Стартанули мы с этого места и едем в центр города. Хорошо так обдувает. По пути можно лицезреть вот такие вот встречные кораблики, очень интересные, туристические, скорее всего. Вот пришла женщина-кондуктор, сейчас мы будем ей оплачивать. Также, если вы что-то не понимаете, видите, можно все уточнить. Самое интересное, что если бы мы поехали именно на туристических каких-то корабликах, которые только что я показал, мы проплывали, они уже стоят в разы дороже, там в 10, а то и в 20 раз. Поэтому, если вы хотите прокатиться по каналам и не переплачивать большие суммы, то можете взять обычный кораблик, на котором ездят тайцы. Видите, он практически пустой. Возможно, это из-за того, что сегодня воскресенье. Многие не работают, и поэтому так мало людей сейчас едет на корабле. Потому что мы, когда были в 2019 году, в 2019 году мы как-то подошли к такому кораблику, как раз рядом в том месте, где мы жили, и мы увидели просто целые очереди, толпы людей. Все забегали в эти корабли, кто-то чуть ли не падая хватался там за какие-то перила. И мы с Машей такие, да, что-то мы как-то и не особо хотим по этим каналам. Мы еще увидели, насколько чистые эти каналы, конечно же, в кавычках, и поэтому решили оставить на потом. И правильно сделали. Мы сейчас подплыли к еще одной остановке. Только что я сказал, что людей мало, как сейчас к нам на кораблик сядет еще человек, наверное, 50. И, возможно, уже скоро мы будем ехать в тесноте. Ну и Маша говорит, что мы сели именно на конечной остановке, поэтому было так мало людей. А вот та самая башня Sky Park, да? Которую мы, возможно, когда-нибудь посетим и оттуда поснимаем. Посмотрим. Там вроде как снимали «Мальчишник в Вегасе», если Маша не ошибается. Вот, у кого-то такая вот остановка прямо рядом с его дворцом или его отелем. Это очень удобно, конечно. Можно прямо отсюда на какой-то такой личной лодочке или супер туристической лодке отплывать и плыть куда тебе нужно. Потому что нам, вот чтобы добраться до остановки, пришлось ехать на такси. Подплываем к еще одной остановке. Тут какой-то супер здоровенный туристический центр. Вон там, видите, Гуччи. И не только Гуччи. И тут уже людей так побольше. А вообще место вот это называется Icon Siam. Тут такой красивый вход прям. Пошопиться и поехать дальше. И еще мы очень удивились, когда увидели Успенский собор где-то по пути. Паркуемся к еще одному месту. На самом деле очень увлекательное такое занятие и стоит так дешево. Мы уже с Машей пошутили, что а вдруг перевернемся, что делать, но я тут заметил, что под креслами есть обязательно спасательные жилеты. Не знаю, помогут они нам или нет, но это как-то чуть успокоило. А тут какое-то казино, что ли? Так интересно рассматривать Бангкок с реки, это просто невероятно. Помню, раньше я очень любил в Питере кататься по каналам речным, но ощущения абсолютно другие, потому что когда ты едешь по каналам Питера, там максимально медленная скорость, каналы очень узкие, ну и, конечно, чуть-чуть не те ощущения, подумали, кататься или нет на лодках по каналам. В последний день решили, что все-таки прокатимся и не прогадали ни разу. Смотрите, какая-то церковь католическая, выглядит очень красиво.
На самом деле очень жаль, что у нас в Петербурге не распространены так речные трамвайчики. Они есть, но значительно дороже, и там нет такого огромного количества остановок. И еще очень жаль, что не распространены такие переправы речные через реку, чтобы перебраться с одной стороны реки на другую во время того, когда мосты разводятся. Еще одна остановочка, видите, людей все больше и больше, и огромное количество туристов, к нашему удивлению. Ну и получается так, что когда нету дождя, нет больших волн, то тут все открыто. Если было бы побольше, то вот эту штуку, конечно, пришлось бы поднять или опустить сверху вот это. Мы бы ехали уже, смотрели бы через пленку такую, и было бы не очень хорошо видно. Ну и вот проплывая, можно видеть, как живут обычные тайцы. Такие вот домики. А рядом стоит вот такой вот дорогущий какой-то бизнес-центр или, скорее всего, отель. То есть Бангкок — это такой город контрастов. Ну, скорее всего, как любой большой город, столица Юго-Восточной Азии, это практически везде распространено. Ну и вот только что мы выяснили, что это такой кондоминиум. И там дальше район Чайна-таун. Ну и вот впереди будет уже первый мост. На самом деле вот отличие Питера от Бангкока, на самом деле их много отличий, но вот самое первое то, что очень мало мостов. То есть они на таком расстоянии чуть ли не 50 километров. Но зато развиты вот такие вот переправы, о которых говорила Маша, с одного берега на другой. Вот там люди сидят, что-то фотографируют. Остановка, сейчас заберем еще туристов и поедем дальше. И только что пришла другая женщина, она уже проверяет билетики, то есть есть у нас билетики или нет. Проехаться зайцем не получится. На самом деле непонятно, кто тут ездит зайцем, учитывая, какая низкая стоимость билетов. Смотрите, даже тут есть дедушка не только в маске, но и в специальном экране. И, по-моему, сказали, нужно одевать маски. Будем сейчас одевать маски, что поделать. Ну и вот о чем мы говорили, нас попросили одеть маски. Мы теперь будем часто говорить, где просят одевать маски. Мы теперь будем все время стараться говорить, где просят одевать маски, где нет. По факту, да, их отменили, но в каких-то местах подходят и говорят, нужно одеть маску. Ну, приходится одевать маску. Да, еще одна католическая церковь. В Питере мы уже забыли, где у меня маски. Все маски уже выкидывал. Они были практически не нужны абсолютно нигде. Тут же, видите, нужно одевать. Сейчас мы подъезжаем к какой-то достопримечательности, где большое количество храмовых комплексов. Ватарунг. Очень много людей сейчас собирается выходить. Ух ты, смотрите, двухэтажная лодка. Но это, скорее всего, туристическая, да? Отсюда видно, да, уже такие ступы и различные достопримечательности Таиланда. Нам именно туда. Смотрите, можно заказать вообще индивидуальную экскурсию, где сидит абсолютно один человек, но тоже в маске. Вот, по-моему, это паром, который отплывает, и он с одного берега на другой. Смотрите, какие сильные волны, какие брызги. Видите, сколько людей стоит. Ну и, собственно говоря, можно увидеть, да, что вся лодка практически уже нет свободных мест. Ну вот и наша очередь выходить. Да, была полностью забита уже лодка, люди даже стояли. В итоге почему-то тут остановки не было, мы остановились вот здесь вот. Ну, ничего страшного, тут по сути тоже какой-то храм, поэтому сейчас его и посмотрим.
Welcome to Thailand. Thank you. Where are you going? Just walk. To the Grand Palace. Yes, yes. They close already. Close already? 3:30. They close every day. Tomorrow 8:30 in the morning. In the afternoon 3:30 every day close. Where you from? Russia. Merci, ma'am. See the big Buddha. Open now. The big one. Okay. Thank See you. the map? 1 minute. Вот наш тук-тук. Ну что, мы едем на супер тук-туке. Если вы не катались на тук-туке в Таиланде, то считайте, вы не были в Таиланде. Ох, к нам не просто так подошел мужчина, размахивал руками и приветствовал. Он нам продал экскурсию на тук-туке. Очень долго торговались. Я говорил 100 бат, он говорил 400 бат. Сошлись на 300 бат. Мы сейчас заедем в 3 места и вам их покажем. Это все займет у нас около 1 часа. А по сути на такси бы получилось столько же, если бы мы все 3 точки. А тут нас еще с ветерком повозят. Ну вот таким образом мы едем. Конечно, очень лихо они едут. У нас опыт есть катания на таких тук-туках и в Лаосе, да? Да. Причем мы на таком тук-туке ехали по шоссе от границы Лаоса на границу Таиланда. На очень старом тук-туке, наверное, со скоростью 20 км в час. Нас всех обгоняли, там чуть ли пробка уже не образовалась. Хо-хо. Вот это поворот. Мы сейчас обгоняем. Обогнали. Ничего себе, у нас какой быстрый тук-тукер. Похоже, у нас самый быстрый тук-тук. Еще обогнали ребят. И наш водитель смеется. Yeah, very good. Главное, чтобы мы не перевернулись. Вот так вот выглядит место водителя тук-тука. Мы остановились не просто так, а водитель купил кроссовки. Мы едем дальше. Ух ты! Маше более-менее безопасно, у нее сетка. А у меня тут можно легко выпасть, поэтому я вот держусь как могу. Мы сейчас едем сюда. Но ехать очень весело. На кочках прям подлетаешь очень знатно. А мы с мамой как раз-таки на таком тук-туке, когда приехали в первый раз в Бангкок, ехали в аэропорт. Он как бы не такой быстрый, как машина. Мы попали в пробку, там где-то чуть не вылетели с этими чемоданами на каком-то очередном переходе. Хотели просто доехать до метро, потому что там были просто адские пробки. И, конечно, мама там сидела, так переживала, там уже глаза на мокром месте были. Она боялась, что уже все, пропустят наш самолет. Обратите внимание, мы вот проезжаем мимо каких-то мест, где люди живут в палатках. Я такое впервые вижу. Непонятно, это туристы или просто люди тут действительно все время живут. Это непонятно, но очень интересно. Не, они с вещами, смотри, с водой, с одеждой, со всем. Они тут живут. Это вот обратная сторона Бангкока. Я, если честно, даже и подумать не могла, что тут такое оказывается, может быть. Ну вот, мы приехали к самой первой точке, я так понимаю. Сейчас паркуемся и идем. Нам сказали, что мы можем 15 минут походить, и тут нам нужно обязательно купить билет, 40 бат он стоит. Купили 2 билета в лето. Что удобно, на билете как раз указано, что где находится весь храмовый комплекс. Вот, смотрите, там огромный Будда. На самом деле очень здорово, что мы согласились на эту экскурсию, потому что то, куда мы изначально хотели пойти, вот этот вот большой дворец, он был закрыт уже, поэтому он нас повез именно там, где все открыто, он нас подождет и повезет до следующих мест.
Ну и по традиции, да, видно, что тут Будды по дням недели. Вот, можно увидеть, кто родился в пятницу, в среду. Я вот родился в среду. Мой Будда – это среда. Поэтому можно вот какое-то подношение оставить или что-то попросить у своего Будды. Он помогает, вроде как. Такой вот Будда. Еще его до конца не залепили золотыми вот этими всякими лепестками. Наверное, только недавно сделали. Монетку сюда тоже кидается. Это стопа Будды, так называется. Тут очень вкусно всегда пахнет благовониями. Прям идешь и получаешь удовольствие. Вот те самые благовония. И вот, смотрите, какой красивейший храм. И вот уже отсюда видно возвышается Будда. Я так понимаю, что туда можно будет забраться по лестнице. Поэтому мы сейчас для начала зайдем сюда, а потом уже к Будде. Гуляем по храмовой территории. Как всегда, такие фигурки различных животных. Ух ты, посмотрите, какой здоровенный просто Будда невероятных размеров. Просто нереально. Сейчас мы туда заберемся обязательно. Смотрите, еще тут что-то делают, уже ноги готовы. Возможно, в следующий раз, когда мы сюда приедем, тут уже будет что-то стоять и повыше. Красота, конечно. Ну, а мы взбираемся на самый верх. Это вот туда. Мы с Машей, как всегда, не туда пошли. Взбираться нужно оттуда. Ну ладно, хоть чуть-чуть прошлись, ноги потренировали. Вот видите, как раз женщина украшает лепестками Будду. И мы подошли к лестнице, по которой нужно идти. Фух, я когда взбираюсь, сразу вспоминаю, как в крабе мы 1300 ступенек преодолевали, насколько это было тяжело. Самое, что интересное, тут закрыто. Мы что-то все не с той стороны идем. Фух, вон сколько прошли. Ну и как принято во всех храмах, обязательно будет какой-то котик. Тут он почему-то сидит в коробке. Трехцветная кошка, она приносит удачу, поэтому мы ее обязательно погладили. Все, идем дальше. Ну что, попытка номер 3. У меня такое ощущение, и там дверь закрыта. Обратите внимание, какие высокие ступеньки. Поэтому довольно тяжко подниматься. Ну да, там тоже закрыто, поэтому просто отсюда посмотрим, какой вид на Бангкок. Честно говоря, я думал, можно будет повыше подняться, вот туда. Но туда нельзя пройти сейчас. О, какой современный дедушка. Едем дальше. На самом деле, в скором будущем нужно обязательно купить коконат. Ух, скорость набираем быстро. Мы уже приехали, это у нас тайская одежда. И мы сказали, что не хотим сюда ехать, но нам сказали нужно, потому что ему иначе не заплатят за бензин. Но он сказал, можете покупать, если хотите, если не хотите, можете не покупать. Но мы заранее знаем, что мы не хотим покупать, поэтому просто пойдем отбывать театральный номер. Маша сейчас будет приглядывать себе какой-нибудь снаряд. Смотрите, каких людей уже одевал этот магазин.
Ну, конечно же, это, скорее всего, шутка. I'm fine. Только что нам пытались продать очередной очень крутой, И очень нужный, самое главное. да, костюм за 12 500 бат. Финишная цена была 10 000 бат, но я сказал, что, к сожалению, он мне не пригодится. Но он говорит, да нет, костюм всегда пригодится. В то же время он это делал максимально как-то лайтово, то есть не напряжно, не сильно прям втюхивал, знаете, как обычно бывает. Ну да, на самом деле я могу сказать, что цена хорошая для костюма, который сделан на пошив, ну именно на заказ, да, по твоим собственным меркам, потому что когда у нас, собственно, была свадьба с Пашей, очень тяжело было ему найти хороший костюм, который вот будет сидеть прям по нему. Везде делали как-то чуть-чуть по-дурацки, на какую-то такую обычную фигуру, а ваши плечи большие. В принципе, мы посмотрели, действительно, качество хорошее. Вот, но мы просто, в принципе, не носим классику, ну, точнее, Паша больше не носит, поэтому смысла в этом абсолютно никакого нету. Ну, а так, на самом деле, стоит, мне кажется, купить, если человек носит. Ну да, но я люблю шорты и футболки, это не про меня. Тем временем мы продолжаем ехать на третью нашу какую-то достопримечательность. Ну, вторая была не достопримечательность, скорее так, промоушен, реклама. Едем прям с ветерком. Хорошо, что я держусь. Пару раз так чуть уже не вылетел при повороте резком. Ну, вот стандартно храмовый комплекс с золотыми Буддами, лепестки. Можно нарисовать свои имена и тут повесить. И за 300 бат нас прокатили, считайте, там по всему центру Бангкока. Мы посетили одну достопримечательность, привезли на вторую достопримечательность. Ну да, мы сначала не поняли, что там по поводу одежды. Вот эта вот история с этими портными меня ужасно раздражает, когда тратят мое время. У меня прям пунктик такой. Вот. А так в целом катались прикольно. Просто я уже каталась, а Паша еще не катался, и поэтому ему очень понравилось. И я не могу сказать, что у меня там прям какие-то супер впечатления, но когда первый раз ты катаешься, это действительно очень круто, классно. Особенно зная, как они гоняют, и это как бы очень прикольно. Мы пришли к месту для покупки билета, а также месту для фотографий. Видите, тут такое подобие водопада. И мы будем идти туда. Мы начинаем свое восхождение наверх, проходя мимо таких живописных красот. Такое ощущение где-то на Бали. Мы когда здесь были с мамой в первый раз, это было где-то в конце ноября, здесь не было такого большого количества воды, таких водопадиков. Сейчас намного как-то красивее. Это место, конечно, очень прям красивое, поэтому тоже все-таки рекомендуем его к просмотру, даже если вас не особо интересует буддизм. Здесь прям очень атмосферно и красиво. Смотрите, появилась кофейня, Маша говорит, раньше этого не было, поэтому можно вознаградить себя кофе. Тут вместо колокольчика, видите, арматурина висит. И там вот такая вот штука, поэтому так громко. Мы идем дальше по такой красной ковровой дорожке. Видите, это называется The Golden Mountain, Золотая гора. Маша говорит, нужно обязательно ударить в колокол на счастье. То тут все стоят, как дурачки, бьют по очереди.
Давай, Маш. Отлично. Ну и смотрите уже, какая красота у нас открывается. Тут еще колокол, сейчас все будут стучать. Но мы практически уже у цели. Я так понимаю, вот и концовка. Ну и можно обратить внимание, что вот внизу вот это вот все храмовые комплексы. Там живут ламы, монахи, называйте как хотите. А чуть подальше от нас, уже в районе где-то 10-11 километров, находится уже такой новый город. Ну, внутри, как всегда, все очень красиво, с позолотой. Наверху можно купить себе попить. Любой напиток на выбор. Сейчас зайдем в самое такое главное здание, где молятся люди. Это больше как бы для верующих. Получается такая башенка круглая. И здесь люди оставляют свои подношения. Здесь еще одна статуя Будды. Ну и с этой стороны можно увидеть еще один храм. Храм на храме, обратите внимание. Настолько много небоскребов, что мы с Машей даже не можем вспомнить тот небоскреб, где мы останавливались в 2019 году, где мы прожили там, по-моему, 3 недели. Они все практически одинаковые, и их такое количество, что просто не определить. Мы уже с Машей думали уходить, как тут увидели, как тайцы идут наверх. Вот как раз-таки ламы, они молятся, и именно их молитва слышна на весь храм. У них там какой-то громкоговоритель, и это прям так здорово. Да, и мы шли по лестнице, везде динамики, которые слышны их молитвы. Хорошо, что нет дождя, можно прогуляться и посмотреть на абсолютно весь Бангкок со всех сторон. Ну и по центру находится большая золотая ступа, как обычно и принято в Таиланде. Пройду полный круг, покажу, что тут еще есть. Маша решила купить какой-то колокольчик или еще что-то, чтобы его повесили тут. И это все удовольствие стоит 100 бат. Можно также просто повесить деньги. Это все идет на содержание храма. Насколько я поняла, ты в этом листочке пишешь название фамилии, имени своей семьи. Вот я написала важных людей. Здесь можно помолиться. Ну, я думаю, что неверующим там, ну, не то чтобы неверующим, достаточно сделать вот так. Дальше мы кладем вот сюда. Вот сюда это наш. И это типа на счастье. То есть все люди, которые там записаны, им на счастье. И дальше... Меня хоть записала? Конечно, в первых рядах. Вот. И еще дальше здесь с пожеланием мы оставляем такой колокольчик. И вот вешаем его вот сюда. Написала на русском языке: пусть будет мир во всем мире.
что мне особо нравится в буддийских храмах, так это то, что если ты, допустим, хочешь оставить свечку, оставить какое-то подношение, сделать какой-то ритуал, даже несмотря на то, что ты не буддист, ты всегда это можешь делать, потому что буддизм, он все-таки считается даже не как религия, а как такой стиль жизни. И любой человек абсолютно может тоже сделать какой-то интересный обряд на счастье. Мы уже почти спустились немного по другим ступенькам, сейчас шли и увидели такую необычную сцену. Смотрите, коршун, люди стоят, и внизу еще коршун, и там доедают человека. Такая прям необычная картина. На самом деле композиция называется «Стервятники храма Сракет». В 1820 году во время правления короля Рама II холера распространилась, что привела к гибели более чем 30 тысяч человек в столице. Мы уже собрались уходить, как тут я случайно заметил такую пещеру с таким Буддой. Ну и, кстати, это бутафорский камень. Слышно, да? Это не настоящий. Такая немного искусственная пещера, но выглядит, конечно, необычно. Нашего таксиста мы уже отпустили, потому что он нам сказал, что нас подождет тут буквально 10 минут, а потом повезет в Чайнатаун. Но в Чайнатауне мы уже были, и мы сказали, что нам нужно совершенно другое место. Но он сказал, что тут есть буквально в километре метро, и, скорее всего, сейчас мы будем его тут искать. И мы сейчас не торопились, спокойно в своем темпе, где-то, наверное, минут 30 тут потратили. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!